Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного деревенского хлеба, как из печи. Мы лично просто обожаем вот эти хрустящие краешки. И когда хлеб еще теплый, эту горбушку отщипнуть и съесть. Боже, как же это вкусно! Посмотрите, какой внутри хлеб, какой у него великолепный мякиш. А готовится он проще простого, даже без замеса теста и длительной расстойки. Съесть вот такую горбушку с медом и с молоком – это просто настоящее наслаждение. Уверена, приготовите такой хлеб один раз и будете готовить его постоянно, по просьбе ваших родных. Он просто бесподобный, такой вкусный. Для приготовления теста мне понадобится в теплой воде, температура которой примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю сахар и всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставлю дрожжи постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку, добавляю цельнозерновую муку, всыпаю соль, перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи, добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Сначала вымешиваю тесто лопаткой, а затем немного домешиваю руками. Долго это тесто вымешивать не надо, просто надо проследить, чтобы вся мука стала влажной. Посмотрите, какое по консистенции получается тесто. Оно липкое. Я его вот таким образом распределяю в миске, закрываю миску пищевой пленкой и оставляю тесто на расстойке примерно на 1 час. Ставлю миску в теплое место. Сегодня хлеб я буду выпекать необычным способом. Лучше всего его выпекать в какой-либо форме, либо в кастрюле с крышкой. У меня есть вот такая керамическая форма, ее диаметр 28 сантиметров. И я буду использовать вот такую крышку. Она у меня фактически очень похожа на миску. Как видите, очень глубокая крышка, которой я могу хорошо закрыть мою форму. Можно использовать для рецепта какую-либо кастрюлю, но старайтесь использовать кастрюлю с толстым дном. И также я подготовила вот такой большой кусок пергаментной бумаги и его смяла, чтобы он потом легко лег в мою форму. Посмотрите только, как великолепно подошло тесто. Рабочую поверхность я довольно щедро подпыляю мукой. Выкладываю сюда мое тесто. Сверху тесто подпыляю мукой. Теперь растягиваю его в такую прямоугольную лепешку и буду складывать. Причем складывать я буду тесто не 1 раз, а 6. Растянула тесто 1 раз и складываю. Теперь снова тесто растягиваю в прямоугольный пласт. Если надо, немного подпыляйте стол мукой. Растягиваю. Все это делаем руками. Абсолютно не нужна скалка. Складываю. Сложила 2 раза. Немного подпылю мукой. Снова растягиваю. Складываю 3 раз. Растягиваю. Складываю 4 раз. Пятый раз. Чувствуется, как тесто пищит под руками. И растягиваю тесто последний 6-й раз. Если вам тяжело растянуть тесто сразу, можно дать ему буквально 30 секунд отдохнуть и затем растягивать. Итак, складываю последний 6-й раз. И теперь формирую буханку хлеба. Вот эти края, уголки я подтягиваю внутрь и защипываю как бы. Можно руки слегка в муку. Защипываю, тесто поджимаю снизу,
округляю. Беру подготовленный пергамент, подпыляю его мукой, переношу на него сформированную буханку. Пыляю мукой, накрываю чистой салфеткой и оставляю на расстойке примерно на 20-25 минут. И в это время я включаю разогреваться духовку на 230 градусов и ставлю в нее форму и крышку и хорошо их разогреваю. Посмотрите только, как великолепно подошло тесто. Очень аккуратно я достала из духовки горячую форму и крышку. Переношу в горячую форму тесто. И теперь либо острым ножом, либо лезвием делаем надрез крестообразный. Тесто сразу как будто начинает раскрываться. Закрываю сверху горячей крышкой и отправляю в хорошо разогретую до 230 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Затем я снижаю температуру духовки до 200 градусов, снимаю крышку и выпекаю еще примерно 15-20 минут до красивой золотистой румяной корочки. Вы только посмотрите на это чудо! Какой красивый хлеб получился! Он должен издавать вот такой глухой звук, значит хлеб хорошо пропекся. Аромат стоит просто потрясающий, и сам хлеб, насколько он вырос в объеме, он огромный. При помощи пергаментной бумаги его легко достать из формы, он такой легкий. Когда хлеб остывает, он издает такой легкий потрескивающий звук. Оставляю хлеб до полного остывания. Конечно, если вы сможете удержаться и не оторвать кусочек. Я очень люблю вот эти хрустящие корочки. Не могу отказать себе в удовольствии и съесть корочку этого хлеба. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!